Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. И сегодня мы будем смотреть, где же и когда вы свернули не туда. Ну, не знаю, как насчет когда, потому что я не сильна во времени, да и, честно говоря, мало кто силен во времени. Потому что это всегда, знаете, про натягивание совы на глобус и серии посмотреть, какой старший, младший аркан, там еще что-то. То есть, смотрите, во французской системе, правда, есть исчисление времени, вот, но я как бы с ней не знакома. Не знакома, что-то я саботирую. Я много, на самом деле, чего саботирую, потому что... короче, я это все саботирую. У меня нет желания учиться, мне кажется, я переучилась чему-то новому, там еще что-то, потому что если бы у меня было, конечно, меньше дел, может быть, я бы там чему-то училась, знаете, когда сидишь там, ворон читаешь там в окне каждый день. Это чему бы научиться? Вот у меня такого нет. И вот, собственно, поэтому как-то я не могу вместить в себя лишнее время на какое-то еще обучение дополнительное. Ну, дай бог с этим всем справиться. Ну, опять же, между тем, образовательные проекты, которые я запустила и которые проходят, ну, это не обучение, это образовательные проекты, но не обучение. Проходит огромное количество людей, они очень крутые, результативные и, наверное, одни из самых лучших в русскоязычном пространстве. Это проживание старших арканов, который является необходимой базой для того, чтобы вы потом могли попробовать мой новый проект. Проект, как всегда, аналогов нет. Ну, собственно, это уже не та, знаете, история, когда я буду бить себя в грудь и что-то кому-то доказывать, потому что нет. Если бы я только еще начинала, у меня была бы маленькая аудитория, я бы стремилась всем понравиться. А я уже давно не стремлюсь никому нравиться, как бы вам советую, потому что вы всегда найдете своих, понимаете? Ну, тех людей, которым вы понравитесь настоящим, без всех этих масок, без всех этих заигрываний с аудиторией. Всегда, понимаете, будут ваши и будут не ваши. А пытаться понравиться всем – это невроз. Это невроз абсолютно в любой сфере деятельности. Я не советую вам так делать. Ну что, мои админы говорят, что я должна больше рассказывать про проект проживания старших арканов, но вы можете найти видео на YouTube с огромным количеством отзывов от людей, которые уже прошли этот проект, и вы сможете посмотреть на то, каких результатов они достигли, и те слова благодарности, которые они говорят в мой адрес, да, в адрес непосредственно высших сил, которые привели их, да, в свое время в эти проекты. И это лучше, наверное, всех моих лекционных частей, потому что это разные люди. Вы, например, можете не верить одному человеку, но когда их 1000, наверное, 1000 человек ты веришь больше, да, чем кому-то одному. У меня в Telegram есть чат с отзывами, где мне постоянно пишут про отзывы, про то, как меняется жизнь, когда человек готов уже, да, вступить на путь изменений. А я еще усложнила себе задачу, потому что я практически не работаю с лицом. И я знаю прекрасно, что через лицо блогер, неважно, эзотерической направленности, психологической, всегда продает больше, сильнее и там как-то на большее количество. А когда человек вот вещает так из такого пространства, то люди приходят просто послушать и ничего не делать со своей жизнью. Но, опять же, никто никогда никого не заставляет, да, потому что это все дело добровольное. Но если вам кажется, что вы где-то пошли не туда, вы где-то запутались, вы не понимаете, как вывозить эту жизнь, потому что она бывает достаточно сложной, значит, пришло время разобраться в себе, да, и задать вопрос, может ли в моей жизни быть легче, сколько мне еще тащить эту карму, надо ли это сделать, там, как помириться с родителями. Потому что на все это отвечает проект проживания старших, младших арканов. Бывает такое, что человеку очень сложно идти в старшие арканы, хотя по опыту там энергии настолько сфокусированы, настолько мощные, что они буквально тебя выталкивают из аркана в аркан. А вот что касается младших, да, там действительно сложнее. Хотите попробовать свои силы, хотите называть себя магом не понаслышке, да, добро пожаловать. Магом просто не стать никак.
Ну и, соответственно, потом уже можно во вторую часть, более углубленную, потому что там уже про практическую магию, да. В ам, старших и младших арканах я не даю вам практической магии, там действительно могут быть глубокие трансовые медитации на инициацию, но это только по, наверное, вашему уровню вовлеченности, потому что для кого-то это будет просто медитация, для кого-то это трансовое состояние с инициациями, в зависимости, конечно, от вашего уровня прокачанности. Да? Ну вот такая история. Окей, выбирайте камень, который расскажет вам, где же вы сегодня свернули не туда. Первый камень серый, второй камень вот с моего ракурса черный и третий желтый. В инфобоксе время начала вашего видео расклад на 3 позиции. Небольшой расклад, где же вы свернули не туда. Единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Кто передо мной? Мы мечтаем о чувствах, о романтике, там не хватает яркого проявления эмоций. Не хватает на самом деле эмоций, как положительных, так и очень положительных. И мы вот либо в поиске этих эмоций по 7 пентаклей, мы пытаемся от жизни брать много, и все, и самое главное, чтобы это было эмоционально для нас, да, то есть мы заложники, мы вампиры, мы наркоманы эмоций, вот, но может быть просто не у всех они сейчас есть, я сейчас посмотрю, как же у нас с эмоциональным фоном, но нам это очень важно, мы действительно можем уходить в состояние драмы, как у нас с эмоциями сейчас. Но ощущение, что мы сейчас подвыключили эмоции, потому что по 9 жезлов нам нужно двигаться к какой-то определенной цели, несмотря ни на что, и поэтому мы сейчас какой-то вот этот момент выключаем, может быть, прокрастинации, может быть, просто эмоционирование лишнего, двигаемся к цели, да? Что за цель? Цель вообще, может быть, это банковский счет, 4 пентаклей, да, ощущение стабильности, стабильная работа, карьера, кстати, может быть, семья. Но если семья, то это традиционный устой, это не свободные отношения, а традиционные устои. Так, давайте сейчас я немножко еще дополню 4 пентаклей, то есть покажу вам цель, к которой вы двигаетесь. Да, но здесь больше, конечно, семейная история, да. То есть мы перестали, видимо, как-то, знаете, как ждать какой-то романтики, и теперь мы более практичные, да, мы более практичные, то есть мы теперь семью эту или отношения, мы не про то, что мы просто мечтаем и романтизируем, да, мы теперь это четко планируем. Почему нам говорят, что вы где-то могли зайти не туда? Давайте смотреть, где же вы зашли не туда, где вы свернули не туда, где? Ну, где вы свернули не туда, где-то вы преждевременно закончили отношения со своим бывшим, но нам говорят, что вы свернули не туда, и, может быть, отношения не надо было заканчивать. Мы сейчас посмотрим, почему нам показывают, что вы свернули не туда. Да, потому что, смотри, карта смерти и король мечей. Собственно, с кем-то мы расстались, и не нужно было это делать, или что? Семерка мечей. Кто там? Да, тут, наверное, смотри, какая история случилась у тебя.
можешь переживать по этому поводу, потому что тебе казалось, что если ты этого человека не бросишь, он тебя бросит. И это ощущение, знаешь, какого-то накручивания было, что ты как будто подсознательно ждала, что он уйдет от тебя, что он обманывает, что он ищет какой-то, знаешь, новый путь, отличный от тебя. Соответственно, тебя в этой всей истории нет. И где-то ты себя обманула, да, и ты приняла решение, о котором, скорее всего, пожалела впоследствии. Так и есть? Да. И вполне возможно, тебе бы хотелось либо вернуть эту ситуацию, либо, опять же, идти в новое, да, но мы очень боимся идти в новое, потому что нас еще, видимо, держит прошлое, да. И вот, ты где-то там свернула не туда, и ты сейчас хочешь вырулить на правильную дорогу, и, может быть, эта дорога касается этого же человека. Может быть, это что-то новое, давай смотреть. Куда ты боишься прыгать-то? Куда? Ну смотри, в серьезные это отношения по королю Пентакли или во взаимодействии с людьми, которые вот тебе по праву и по статусу, да, и тебе с ними должно быть проще, чем есть по факту, но тебе с ними сейчас точно не проще. Потому что где-то в какой-то момент ты решила по справедливости, что ты недостойна подобных людей. То есть ты вот идеализируешь какой-то определенный тип мужчин, но ты считаешь, что ты недостойна, и он на тебя такую не посмотрит, да? Он на тебя такую не посмотрит. Что ты еще думаешь? Что ты еще думаешь? Так, десятка пентаклей. Колесница. Но очень бы, конечно, туда хотелось. Король жезлов. Да? Ты еще думаешь, а как же привлечь внимание такого человека? Почему нам считают, что ты здесь идешь не туда? Что ты не так делаешь? Что ты не так делаешь? Смотри, здесь еще какая ситуация могла быть. Где ты могла свернуть не туда, если мы рассматриваем ситуацию, что, будучи в отношениях, у тебя был любовник, и ты могла поверить, что с любовником твоя картина жизни могла бы быть лучше. А теперь сложно вернуться в предыдущие отношения. Может быть, ты боишься, что вот твой мужчина тебя не простит. Здесь тоже можно так читать. Я тебе хочу сказать, что явно ты очень красивая, востребованная женщина, потому что рядом с тобой огромное количество мужчин. И кому-то из них ты могла, правда, наставлять рога, или они тебе могли наставлять рога. Вот видишь, десятка жезлов – это карта с рогами оленя. В какой момент ты свернула не туда? Карта мира. Ну, где-то ты решила, что тебе все подвластно в этом мире, и что ты действительно можешь творить свои правила, и что ты вывезешь абсолютно все ситуации в жизни и выйдешь сухой из воды. Видишь, карта мира, да, и карта звезды. Почему нам говорят, что ты свернула не туда? Потому что это искушение для тебя, да? Это действительно искушение. Искушение для тебя, для твоей души, для твоей жизни. Это состояние какого-то, знаешь, внутреннего всемогущества. Что я такая прекрасная звезда, и что мне все подвластно. Конечно, ты можешь быть звездой, но тогда, когда твоя звездность опирается на какие-то поступки твои земные, да, и эти земные поступки показывают твою звездность, а здесь это просто мы где-то за счет кого-то попытались раскачать самооценку. Что говорят по этому поводу высшие силы? Как тебе условно вырулить на другую дорогу? Тройка чаш, паж мечей.
знаешь, тебе нужно, правда, учиться коммуницировать, да, учиться коммуницировать без пассивной агрессии, там, по пажу мечей, да. Тебе нужно учиться, да, учиться. Учиться нормальным взаимоотношениям, учиться самой вкладывать все-таки энергию, да, а не то, что вот как бы мне все должны. Здесь какой-то должен быть полноценный, равноценный обмен. Не считать, что тебе все должны, а где-то тоже давать в ответ. Давай так, где ты сейчас берешь, да, больше, чем отдаешь? Где ты сейчас берешь больше, чем отдаешь? В чувствах? В чувствах, понимаешь? А где ты сейчас отдаешь больше, чем берешь? Ага. Так, а что здесь карта силы? Десятка жезлов. Отдаешь больше, чем берешь, ощущение, что ты не только себе создаешь проблемы, но еще и окружающим. Еще окружающим. А так получается, тебе еще надо, чтобы они вот тебя вывозили, понимаешь, твои проблемы. Вот, может быть, ты лишние проблемы создаешь. И где ты свернула не туда, да? Что, может быть, ты правда напрягаешь людей какими-то проблемами, которые ты раздуваешь, как вот из мухи слона. Хотя все намного проще. Но именно по той причине, что ты хочешь получить вот эту любовь. Но ты ее получаешь через то, что у тебя постоянно все плохо. Да? Постоянно все плохо. Ну так оно не может быть на самом деле. Постоянно плохо тебе не может быть. И, наверное, в отношении ты будешь играть роль тогда, когда тебе нужно постоянно помогать. Постоянно помогать, потому что тем самым ты видишь, что тебя любят. Вот как-то момент взрослости, момент сепарации – это не по первому варианту. Да? Здесь вот какой-то момент обиды, если не видят, какая я звезда. Ну вот видишь, такая вот ситуация. Да, ты хочешь, чтобы тебя все спасали, да, из башни с драконами, принц. Но дракон ты, и при этом недобрый дракон. Вот такая позиция. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Да, расклад, где вы свернули не туда. Кто передо мной? Вы много читаете, да? Spellcasters. Читаете заклинания? Девятка пентаклей. Девятка мечей. Ну, у меня действительно ощущение, что здесь есть внутренняя сила, мы эту силу очень как-то боимся, да? Боимся, опасаемся девятки, да? То есть мы не умеем пользоваться своими дарами, своими ресурсами, своим потенциалом. Там, у кого-то кажется, что не открыты до конца. Да, есть такое, есть. Мы действительно в шаге от успеха, да, но при этом такое ощущение, что мы в шаге от успеха начинаем его саботировать на уровне тела. Это может быть психосоматика. Как, например, да, нам страшно выйти на следующий уровень, мы даже можем заболеть.
То есть мы поставили, да, какую-то границу для своего тела, как нам комфортно. Если там сверх деньги, сверхприбыли, сверх какие-то отношения, все, мы начинаем саботировать, болеть, как бы нам страшно. Давайте. В какой части нашей жизни мы саботируем этот успех, да? В какой части мы вот действительно боимся, что сбудется какое-то наше желание. Вот, не хотела говорить вам какие-то личные ситуации, ну, буквально 2 минуты, меньше даже. Девочка приходила ко мне на консультацию, а у нее как раз страх самозванца. Я спрашиваю, что будет, если это счастье, которое ты себе не разрешаешь, оно придет в твою жизнь? И очень часто люди не могут ответить на этот вопрос, потому что они не знают, как с этим справиться. Оно должно, смотри, оно вот уже должно, вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, да? Все, ты как будто на пороге очень важных изменений сейчас. Ты эти изменения всячески саботируешь. Можешь даже заболеть перед этими изменениями. В какой сфере должны прийти изменения? В какой сфере? Твоих каких-то, смотри, длительных ожиданий по 7 пентаклей, вынашивание планов, каких-то идей, да, то есть все это уже должно созреть, вызреть, обрести реальность, обрести форму, материализоваться, да. Что это должно быть? Давай смотреть, что это должно быть. Посмотри, как ты очень боишься, что на уровне тела это случится на самом деле. Посмотри, как твое тело говорит «нет» по 10 мечей. Нет, посмотри, как оно не принимает эти изменения в твоей жизни. Давай спросим у тела, почему оно не принимает эти изменения в твоей жизни. Знаешь, такое ощущение, что у него очень интересная пропускная способность. Оно постепенно что-то пропускает, чему-то нужно привыкнуть, потом следующее. А здесь изменения затрагивают буквально каждую сферу твоей жизни. И тело такое говорит, нет, давай по очереди, я не справляюсь. То есть нам-то кажется, что мы по 9 пентаклей классные, мы очень раскачали, но наше тело говорит о том, что давай все постепенно делать. Давай делать все постепенно, потому что мы не выдержим, если так все прям изменится в нашей жизни резко, как ты хочешь. Давай так, насколько сейчас активна материализация желаемого происходит в твоей жизни? Ну, ощущение, что ты как будто сама или сам немножко саботируешь эти моменты, да, по 2 жезлов. Нам об этом говорят. То есть такое ощущение, что ты ставишь на паузу те события, которые должны произойти, да? Тех людей, которые должны прийти в твою жизнь, да, то есть они есть уже, но это все на паузе у тебя стоит. Почему? Ты говоришь, не время, подождем, да? Не время, подождем, давай когда-нибудь потом, да? Давай когда-нибудь потом, не время, подождем и ждем происходящее. Благо, что здесь нет повешенного, но может все просто повешено на всю ситуацию. Нет, тут не повешенный, тут, наверное, про то, что мы вкладываемся во всякую фигню вместо какой-то большой глобальной цели, да, мы слишком сильно размениваемся, да, распыляемся. Нам проще помочь другим выйти на их результаты, чем делать результаты нам самим. Где ты свернула не туда? Где ты свернул не туда? Что ты делаешь не так? Королева жезлов, карта солнца. Где свернули мы не туда? 3 пентаклей. Смотри, где мы свернули не туда. Наверное, мы слишком вкладываемся своей энергией, своими желаниями в чей-то результат, да, по 3 пентаклей. Может быть, мы хотим, чтобы люди следовали за нашей мечтой, нашими целями, да. То есть мы хотим вести, мы хотим давать им смыслы. Почему нам говорят, что мы свернули не туда? Потому что мы это не получаем или потому что что происходит? Почему мы свернули не туда здесь, да? 5 пентаклей.
Шестерка мечей. Ну, потому что на самом деле эти люди, с кем мы взаимодействуем, не могут нам дать желаемого, да, не могут дать желаемого, короче. А вот, собственно, либо денег, либо энергии нет для перехода на следующий уровень. Мы что-то не хотим осознать себе, это очень болезненно, да, болезненно. То есть вот эта песочница, да, вот эта песочница, мы хотим больше. Но больше не получается пока. Мы туда не хотим смотреть. Почему больше не получается? Потому что не хватает на этой энергии, потому что мы все разбазарили по мелочам, да? Разменяли на медики условно. Учиться нужно чему-то, да? Ну, посмотрю чему, да? Паш Пентаклей, император. Потому что на самом деле мы хотим быть императорами своей жизни. Вот, это одна история, да? Смотри, мы хотим быть императорами своей жизни, но при этом почему-то позволяем управлять собой людям, которые вообще не императоры, они пажи совсем, да, по жизни. Вот. Или мы, знаешь, от пажа пытаемся по жизни, да, человеком, просто исполнитель, который, да, увидеть как бы энергию императора. Или мы делаем ставку не на тех людей. Понимаешь? Мы делаем ставку не на тех людей. То есть мы несем там свет, добро, истины, но делаем ставку не на тех людей. Они не могут нам дать желаемого. Давай так. Где мы сейчас берем больше, чем даем, да? Где мы сейчас берем больше, чем даем? Мы раскачиваем как будто пространство, да? Берем больше, чем даем. Мы как будто смотри, получается, помощи просим из всяких источников. Может быть, это учеба, может быть, это какие-то знания, да? Ну, то есть мы, получается, там сейчас берем больше, чем даем. То есть у нас нет энергообмена. Как будто, знаешь, мы опираемся на какие-то законы, которым сами не следуем. То есть учим, да, каким-то законам, которым сами не следуем. Да? Вот как сапожник без сапог говорят. То есть ты можешь всех учить других, но ты сама этим законам не следуешь почему-то. Вот. Угу. Где мы даем больше, чем берем? Где мы даем больше, чем берем? То есть мы устраиваем действительно непонятные какие-то склоки, какие-то конкуренции, да? Где мы даем больше, чем берем. Вот смотри, по второй позиции тут действительно ощущение просто разбазаривания энергии, прокрастинации. Тебе кажется, что ты делаешь важные дела, по факту нет. Понимаешь? Где мы свернули не туда, где-то разучились, наверное, концентрироваться на наших целях. Сейчас посмотрим, как себе вырулить обратно. Потому что столкнуть друг друга лбами, что все там переругались, так себе цель, знаешь ли. Паж жезлов. Четверка мечей. Смотри, здесь на самом деле мы учимся управлять энергией, да? Учимся управлять энергией. Мы опять возвращаемся к своим там первоисточникам, к своим заводским настройкам, условно, понимаешь? И перестаем поддаваться на провокации. Что будет, если вы перестанете поддаваться на провокации? Четверка пентаклей. Ну, как будто, знаешь, вот есть один и тот же триггер, который тебя постоянно провоцирует, ты на это ведешься, сливаешь энергию, просто вот все, да? А тебе просто действительно нужно закрыть эту дверь по четверке пентаклей. Эта ситуация связана с детьми, с семьей, с родственниками непосредственно. В отношениях какая-то провокация, которая постоянно. И согласно этой провокации, знаешь, как незакрытый гештальт, ты выбираешь партнеров себе вот таких, да, чтобы проработать эту ситуацию.
Вот оно постоянно такое ощущение, что вот ты как на одни и те же грабли наступаешь. На одни и те же грабли. Это, знаешь, как родовая какая-то история. Как родовая история, которую ты типа не можешь проработать. Что ты делаешь не так? Где ты свернула не туда? Ты сейчас мне скажешь, да это какая-то у меня карма типа в отношениях. Нет. Где ты свернула не туда? Ну, давай так, где-то повелась на не свое, на чужое, на какие-то иллюзии, искушения, понимаешь? Это не дает тебе выход в королеву Пентаклей, поэтому, соответственно, всю эту ситуацию нужно проработать. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Где вы свернули не туда. Для этого нам надо понять, кто передо мной сейчас, кто пришел на третий вариант. Кто передо мной по третьему варианту. Ну что у нас, какие-то эмоциональные потребители, да, по королеве чаш. Королева чаш, двойка чаш. Слушайте, вас любят. Любят и, может, ну, как-то, знаете, может быть, не так, как вам бы хотелось, да, что-то мы от этой любви не получаем или недополучаем. Сейчас посмотрим. Угу. Да, есть такое. Но вы можете задавать себе вопросы, вот, а точно меня любят или точно я люблю? То есть нам нужна какая-то драма, да, нам нужно какое-то прояснение отношений. Сейчас посмотрю, о чем здесь еще королева чаш. Или, знаешь, может, у тебя творчество рождается из состояния драмы, тебе периодически нужно пострадать, чтобы чувствовать себя живой, да? Да, есть такое. Есть такое, что ты действительно можешь кого-то проверять на чувства, на эмоции. То есть вот такой, знаешь, зависшая ситуация, связанная с любовной историей. Может быть, с отношениями, может быть, просто какая-то симпатия, да, кто-то тебе нравится, так, о ком-то ты мечтаешь, да, просто вообще вот в твоем внутреннем мире, скорее всего, есть вот какой-то пассажир, который вот все висит там, знаешь, на одной ноге. Если ты чувствуешь, что это твоя история, давай смотреть дальше. Давай еще только проясним, что висит-то вообще, что он висит-то, почему? Потому что он, собственно, не делает, да, то, что ты хотела бы. Дальше. Невозможно по этой истории ты ребенка хочешь. Ну, потому что шуты, я буду это так читать, и большое количество людей, и женщин в частности, и ошибочно полагать, что сейчас все такие child-free, прям в карьеру устремленные. Нет, конечно. Ну, вот мы хотим действительно либо какого-то нового начала, либо прояснения отношений, либо всего чего-то заново. Короче, хотим какой-то глоток свежего воздуха, а он все никак не наступает. Все сидим с закрытой форточкой. Хорошо, ладно. Почему нам говорят, что где-то вот ты свернула не туда? Почему? Ну, потому что, смотри, для того, чтобы ситуация прояснилась, да, надо, чтобы что-то в твоей жизни случилось, то, что ты не можешь контролировать. Вот та же самая башня, да?
То есть вроде как это не твой, ну как сказать, ты могла проконтролировать, потому что как в медитации, да, и отвести уже, значит, этот, ну, громоотвод там, и, значит, молния не попала бы в башню. А получается, что ты пропустила эти события, и поэтому молния попала в башню. То есть получается, что это как потеря контроля. Но потеря контроля, она необходима, понимаешь? Она здесь необходима, да? Потому что, может быть, это вот какая-то ссора даже была, башня. Потому что планы рушатся, да? Планы рушатся именно потому, что они были непрочными, они основаны на искушениях, они основаны на иллюзиях, они основаны на эго, понимаешь? Вот. И поэтому планы рушатся, да, потому что, скорее всего, тебя завели в тупик, да, через дьявола, через какие-то моменты иллюзии относительно себя, искушения, а сейчас вот, вероятно, у тебя вот как раз выход на другой уровень, да? Смотри, другой уровень. То есть вот еще вот такой момент, знаешь, почему может рушиться? Что тебе нужен человек, чтобы его в чем-то использовать, да? В чем-то ты хотела человека использовать. Может быть, это социальный лифт, а у тебя своих ресурсов на что-то нет, или возможностей нет, и тебе кажется, что человек для тебя что-то сделает. Вот сейчас еще посмотрю о чем, да? Колесо фортуны. Король мечей. Может быть, ты хотела, чтобы человек принял за тебя, да, вот решение какое-то очень важное, помог тебе условно руководить жизнью своей. Или ты делала ставки на то, что, знаешь, молодой перспективный, говорят о том, что, собственно, хочешь быть женой генерала, да, выйти замуж там за кого-то, младшего лейтенанта условно. Вот. Здесь все такое ощущение, что ты себе где-то наметила эту цель через человека, да, пробраться куда-то повыше. Но эта история не суждено сбыться. Потому что либо ты слишком долго будешь ждать чьей-то, значит, чьего-то карьерного пути, чьей-то карьерной лестницы по двойке жезлов. Либо ты просто эту ситуацию не отпускаешь, хотя она энергетически никак не разворачивается сейчас для тебя. Давай посмотрим, разворачивается она энергетически для тебя или нет. Так. Знаешь, ну как сказать, смотря кто, конечно, у нас персонаж на этой четверке чаш. Ну давай так, если все-таки это связь с человеком, кого ты действительно могла там как-то, знаешь, стимулировать, подкармливать там энергией своей и прочим, да, ну с целью того, чтобы он там как-то вырос, или появились какие-то перспективы, то сейчас я так понимаю, что ему приходится действовать как-то самостоятельно, наверное, да? Что там, четверка чаш? Королева пентаклей. Нет, здесь есть какие-то подвижки, знаешь, но такое ощущение, что на это вот как-то прям повлиять не можешь. Понимаешь? Повлиять не можешь. Давай еще, где ты пошла не туда? Что ты делаешь неправильно вообще, да? Что ты делаешь неправильно? Да вот как раз вдохновляешь, понимаешь? Вот это не надо точно делать. Вдохновляешь, может, применяешь какие-то магические свойства здесь, да? Звезда, верховная жрица, может, молишься, как кто тебя знает вообще, да? Что ты еще делаешь неправильно? Тратишь, наверное, свое время еще сюда. Да, то есть ты человеку вот как будто, не знаю, ментально, морально, физически пытаешься, собственно, устроить эту зону комфорта. Хорошо. А как на него влияет то, что ты ему эту зону комфорта-то устраиваешь? Как на него влияет? Ну, конечно, его к тебе тянет, а чё б не тянуло-то? Да, какое-то вот ощущение, что как будто наваждение для него. Ты вот какое-то наваждение. Слишком ты к себе человека привязываешь, да, всячески, и ментально, и не ментально. Почему это ошибка привязывать себя к человеку? Туз чаш, семерка мечей. Потому что ты как будто не даешь ему, знаешь, проявлять инициативу. Как будто у тебя кажется, что ты этим поддерживаешь любовь, например, да, или заставляешь его выбрать тебя, да, например, а он там выбор не делает. А с его стороны тогда что?
С его стороны что? А он достаточно давно просто не может определиться. Вот и все. Либо себя не может найти достаточно давно, либо определиться. Ну ладно, здесь какие-то нюансы, которые еще связаны с соперничеством, может, какой-то ревностью. Ну, короче, смотри, прям имитация какой-то бурной деятельности в этом всем у вас тут происходит. Давай, что тебе нужно делать, чтобы вырулить на ту дорогу, которая необходима, да? Ты там дышишь ровно, двигаешься в правильном направлении. Что тебе нужно сделать? Выдохнуть, перестать, значит, туда вкладываться, перестать туда вливать и деньги, и эмоции, и желания, да, четверка мечей, закрыть это все. Может быть, влияние твоей сватхистаны, может быть, перестать подкармливать его какими-нибудь там эротическими фотографиями и так далее, да. Просто закрыть и финансовую помощь, и эмоциональную, и вот какую-то такую. Смотрите, ситуация, она не только же про мужчину может быть, это любая ситуация, где вы просто слишком что-то очень сильно подкармливаете своей энергией. Поэтому давайте, знаете, что еще посмотрим? Где вы берете сейчас больше, чем даете взамен, да, где у нас обмен нарушен, где вы берете больше, чем даете взамен. Так, карта мира. Мы у мира, смотри, мы у мира берем, значит, больше, чем мы даем взамен. А что мы берем у мира? Прикольно. То есть вот мы берем действительно какую-то энергию, помогу, да, возможности, помощь, короче, вот. Ну, я так понимаю, что мы взамен не даем, да, а что взамен-то даем сюда? Колесница, десятка пентаклей, пятерка жезлов. Тут, наверное, знаешь, что даем взамен? Ну, сильно меньше, смотри, сильно меньше мы действительно можем пытаться, знаешь, как защищать этот мир, да? Защищать, ну, как-то совсем чуть-чуть. То есть мы хотим от него много взять, и при этом сами даем очень мало. Знаешь, как мы даже, наверное, больше свои границы, свое вот это право, свой трон вот в этом мире мы больше защищаем, понимаешь? Не сам мир, а именно свое место в этом мире. То есть мы пытаемся там удержаться постоянно, да, вот как-то у нас есть определенное место, там пытаемся там удержаться. Ну, что какая-то есть определенная привилегия, пытаемся там удержаться. Так, хорошо. Мы боимся, знаешь, как лишиться протекции этого мира, потому что прекрасно понимаем, что мы меньше даем, чем мы пытаемся взять. Как будто не оправдываем, да, ожидания мира, мы прям у себя в голове так выстраиваем. Окей, хорошо. А где мы, получается, сейчас даем больше, чем берем? То было у нас, получается, берем больше, чем даем, а сейчас, получается, мы здесь даем больше, чем берем. Так, тройка пентаклей, королева мечей. Ну, смотрите, здесь мы даем больше, чем берем. Это как будто мы эмоционально, а не эмоционально, как бы умственно, да, потому что королева мечей, стратегически вкладываемся в какую-то мелочь, да, то есть у нас действительно недюжный ум, мы получаем какие-то либо копейки, либо просто минимум какой-то прибыли, потому что мы действительно могли бы больше. А тройка пентаклей говорит о том, что вы только-только начинаете выходить на свой личный путь, потому что это только-только первые росточки, да, и это правда может вылиться либо в какой-то хороший пассивный доход, либо в какую-то постоянную стабильность. Мы очень уже много вкладывались, и мы действительно уже готовы прийти к желаемому. Да, то есть такой немножко выход из тени, но этот выход из тени касается вашей интеллектуальной деятельности. Хорошо, последние две карты, которые показывают нам, как же нам вернуться, да, на наш путь, что же нам нужно делать сейчас, на данный момент. Паж мечей, шестерка пентаклей. Слушайте, учиться финансовой грамотности. Учиться финансовой грамотности – это сейчас очень важный для вас момент.
И вот тогда случится переход на новый уровень. Однозначно, да. Потому что вы пока себя обманываете относительно своего пути, относительно своих возможностей, там, в бизнес-среде, там, в финансовой среде. Вы себя пока обманываете, поэтому учитесь финансовой грамотности, соответственно, да, вкладывайте больше денег в свое развитие, нежели в развитие чужих проектов, чужих потенциалов, там. Не будьте инвестором, в том числе еще эмоциональным, понимаете, туда, где вы не можете получить обратную связь. Вот такая была позиция по третьему варианту. С вами была я, ваша нейроведьма.